Зеленский и Трамп провели переговоры, и украинский президент назвал их прорывом. Турция готова провести встречу между Киевом и Москвой. Площадка названа, посредник готов. Украинский МиГ-29 упал в Хмельницкой области, а российский фрегат открыл огонь по британскому кораблю. Иран и Соединенные Штаты выходят на финиш, и вот на каких условиях. Всех приветствую, сегодня коротко и по делу. Лайк, подписка и начинаем. Зеленский и Трамп провели переговоры на полях G7. И судя по тому, с каким настроением украинский президент вышел к журналистам, разговор получился. Главная тема – противовоздушная оборона. Киеву нужны системы, способные перехватывать баллистические ракеты. Зеленский прямо спросил Трампа. Трамп ответил. Во-первых, он был очень позитивно настроен и сказал, что они могут помочь нам с ракетами. Позитивно настроен звучит хорошо. Но вот в чем проблема. Между позитивным настроем и реальными поставками пропасть, которую Киев уже переходил не раз. Зеленский это понимает, поэтому пошел дальше. Предложил Трампу не просто поставки, а лицензии на производство. Я поднял тему лицензий. Я обратился к президенту Трампу. Нам нужны лицензии на производство ракет. У нас разные возможности. Но мы любым способом хотим увеличить их производство. Если с ними все будет в порядке, и если президент Трамп поддержит эту идею, но сейчас он настроен позитивно. По сути, это другой уровень разговора. Не «дайте оружие», а «дайте нам право делать его самим». Украина хочет не зависеть от чужих складов и чужих политических настроений. И вот вопрос. Вы правда думаете, что Вашингтон готов отдать технологии? Трамп пока не сказал «да», он сказал позитивно. Зеленский уже строит на этом стратегию. Да, я надеюсь, что когда президент Трамп будет настроен позитивно, я надеюсь, что это будет «да». Надежда – это не гарантия. Но Зеленский на пустом месте не стоит, у него есть сказки, и он их выложил прямо на стол. По словам украинского президента, ситуация якобы на фронте кардинально изменилась. Российское наступление, которое шло по 12 направлениям, по его словам, захлебнулось почти везде. Зеленский говорит об этом уверенно, как человек, у которого цифры на руках. Я думаю, что ситуация действительно такова. Она меняется. И на поле боя, как я уже сказал, Россия потеряла инициативу на некоторых направлениях. Они напали на нас. Они предприняли наступательные действия на 12 направлениях. Мы видели это, и они потеряли инициативу почти на всех этих направлениях, только на 2 или 3. Продвижение, по словам Зеленского, фиксируется только в 2-3 точках, где сосредоточены огромные силы. На остальных участках украинская армия держит или давят сами. И главный козырь Киева – дроны. В этом году Украина, по заявлению президента, произведет около 10 миллионов. В этом году мы произведем около 10 миллионов дронов, но мы можем удвоить это количество. 10 миллионов. Вдумайтесь в эту цифру. При этом Зеленский не говорит о победе на поле боя как о конечной цели. Он говорит о переговорах и говорит жестко. Встреча нужна до зимы. Я думаю, это очень важно. Попытаться организовать встречу до зимы. Зима была для нас ужасной. И вы должны понимать, что мы не хотим пережить такую же зиму. Площадки называет сам. Швейцария, Турция, Ближний Восток. Но ключ в руках Соединенных Штатов. Без Вашингтона этот процесс не запустить. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с Сергеем Лавровым. И прямо на этой встрече, глядя в камеры рядом с российским министром, сделал официальное заявление. Турция готова принять прямые переговоры между Украиной и Россией. Я передал господину Лаврову, что наша страна готова еще раз для очередных переговоров, дипломатических переговоров на нашей стране. Считаем, что Россия и Украина должны вернуться к дипломатическому столу. Если стороны придут к согласию, мы готовы оказать содействие для более результативных переговоров. Ориентированным на конкретный результат, это не дипломатическая вежливость, это сигнал. Турция уже делала это в 2022 году. Именно в Стамбуле стороны сели за стол в первый раз. Чем закончилось, все помнят. Переговоры зашли в тупик. На повестке были не только переговоры. Стороны обсудили безопасность и защиту. По сути, весь пакет вопросов, без которых никакое перемирие невозможно. Турция не нейтральный игрок. Анкара торгует с Москвой, покупает газ, не присоединилась к санкциям. При этом поставляла байрактары Киеву и остается членом НАТО. Эта двойная позиция не слабость. Это и есть ее переговорный капитал. Фидан говорит о встрече на уровне лидеров, не делегаций. Это значит Зеленский и Путин за одним столом, в Анкаре.
Зеленский, кстати, сам назвал Турцию в числе возможных площадок. Москва публично не возражает. Осталось самое сложное – убедить обе стороны. А это, как показывает практика, труднее всего. В Хмельницкой области разбился МиГ-29. Истребитель упал в Шепетовском районе, в поле у населенного пункта Москалевка. Местные жители сначала услышали звук пролетающего самолета, а потом мощный взрыв. В сети уже появились видео с места крушения. Показательная деталь. Телеканал «Киев-24» первым написал об авиакатастрофе, а потом тихо отредактировал сообщение. Новая версия. Возможно, это были учения украинской армии. Вот только учения по расписанию закончились за 2 часа до взрыва. Воздушные силы Украины и официальные структуры молчат. И вот вопрос. Если это были учения, почему никто не спешит это подтвердить? Район не случайный. Рядом аэродром Староконстантинов, где базируется украинская авиация, в том числе F-16. Потеря самолета в этом месте – не рядовое событие. Ла-Манш. Российский фрегат «Адмирал Григорович» открыл предупредительный огонь по британской яхте Bright Future прямо в европейских водах. По данным российского Минобороны, яхта шла на опасное сближение. Экипаж фрегата несколько раз выходил на связь. Не ответили. Подавали звуковые сигналы. Не среагировали. Выпустили сигнальные ракеты. Снова ничего. Когда дистанция сократилась до 150 метров, командир приказал открыть огонь. После выстрелов яхта изменила курс и ушла. При этом всю картину наблюдал эсминец Королевского флота, дежурил рядом и не вмешался. Лондон официальную реакцию пока не дал. Иран и Соединенные Штаты выходят на финишную прямую. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, текст меморандума о взаимопонимании полностью готов. Подписание в пятницу. Сделка масштабная. Переговорный процесс пришлось разбить на 2 этапа. Слишком много накопилось. Первый этап – 60 дней. Прекращение огня, вопросы по Ормузскому проливу, разморозка иранских активов, снятие морской блокады. По сути, стабилизация. Убрать все, что может взорваться прямо сейчас. Второй этап уже серьезнее. Ядерная программа и санкции. Это разговор долгий и болезненный для обеих сторон. Аракчи добавил, фактически режим прекращения огня на всех фронтах начал действовать еще в понедельник утром. Юридически старт в пятницу. Казалось бы, все идет по плану. Но есть одно условие, которое способно обнулить все в любой момент. Тегеран жестко обозначил позицию по Ливану. Любое военное давление со стороны Израиля и сделке конец. Полное окончание войны не достигнуто без вывода израильских сил с территорий, которые они оккупировали в этой войне. Любая военная атака со стороны сионистского режима на Ливан отныне, а также продолжение оккупации ливанских территорий, будут, на наш взгляд, рассматриваться как нарушение меморандума о взаимопонимании. И вот вопрос. Израиль вообще собирается считаться с условиями сделки, которую заключали без него? На самом деле именно здесь главная уязвимость всей конструкции. Соединенные Штаты и Иран договорились, но между Тель-Авивом и Тегераном своя игра, и она по своим правилам. Вот такая картина к этому часу. Зеленский торгуется с Трампом за ракеты и не думает ни о каком мире. Турция готовит стол для переговоров. Вопрос, сядет ли за него кто-то, кроме самой Турции. МиГ упал, Киев молчит. Русский фрегат выстрелил в Ла-Манше, Лондон тоже молчит. Иран и Соединенные Штаты на финише, но Израиль в этом уравнении лишняя переменная. Пишите в комментариях, как думаете, Трамп реально даст Украине лицензии на производство ракет? Или это очередное позитивно? Мне интересно ваше мнение, я все читаю. Подписка и лайк, если было полезно. Для нашего канала это реально важно. С вами был Медиашот. Скоро увидимся. Всем пока.